Прекрасно. Как я это подснимать буду? Яночка смотрит карту. Я смотрю карту и пальчиком веду. Да. И пальчик как мы не снимем, и посмотреть, куда там Яну завел палец, мы, конечно, не сможем узнать. Ой, ой, вижу конскую губу. Тихо, мы скоро будем. А где же Луда и Луду вижу? От Пеники, значит. Трен-трен-трен-трен-трен. Архангельск. А наша цель вот сюда, в Луду. Вот Лунская губа. А вот национальный парк Онежское Поморье. Онежский полуостров. Сегодня пятница вечер. Конечно, людям хочется отдыхать. Может быть, пораньше лечь спать, или наоборот, попозже лечь спать. А тут такие едем мы из Архангельска, и неизвестно, когда мы точно приедем, и надо сидеть и ждать, чтобы нам открыть домик, нас заселить, запустить и так далее. Показать нам, где вода, огонь, медные трубы. В Архангельске совершили какую-то царскую закупку, примерно где-то на месяц с продуктами. Хотя едем всего на 2 дня, но нас настолько пугает северный маяк и незнакомые места, что стресс выражается в количестве купленной еды. Вдруг мы там застрянем на неделю, так чтобы хоть голоду не умереть. Я скажу, почему так много продуктов купили. Потому что Дима составил график, посчитал, сколько завтраков, сколько обедов, сколько ужинов, и составил полное меню. Когда мы будем есть кашку, когда картошечку, там, супчик, когда варить, вот это все. Вот. Вы не думайте, что мы тут дошираки. Мы не из таких. То есть, подожди, ты доширак выложила? Заработала. А мы знаем, куда мы едем? Маршрут перестроен. Ох, как здесь холодно, серо, дико. Хорошо. В общем, мы этого и хотели. Да. Кайф. Так. Кайф. Погода, говорят, нелетная. Волна, говорят, пошла. Здесь море Волны нет. спокойно. Волны нет, а там... Ну, куда же мы заехали-то? Так, ехали мы, дороги здесь нашей нет. А, нет, подожди, вот она. В 2016 году нам присоединили Онежское Поморье. Да. Это североморской ландшафт, совершенно не Кинозерская южная территория. И эта территория сейчас для нас стала перспективной в развитии целого ряда научных тем. Поэтому одной из самых, наверное, важных, ключевых таких позиций научных – это наша подготовка к музею в деревне Лопшинга, это беломорское поселение. Музей называется «Дом на 8 ветрах». Мы для себя понимали, что мы открываем новую территорию, мы ничего о ней не знаем, у нас нет предметов. Это была совершенно вот нулевая такая ситуация. И поэтому это было интересно. Это было 5 лет, которые прошли для того, чтобы мы готовились к этой экспозиции. Сейчас мы ее открыли в прошлом году. Официальное открытие будет еще в этом году, в День рыбака, в июле месяце. И мы для себя понимали, что мы хотим сделать музей. Под словом «дом» мы понимаем как физическое пространство, так и, конечно, географическое пространство. То есть дом для человека – море. Что это такое? Поэтому мы искали предметы, мы занимались научными исследованиями. Тут целый спектр этих исследований. Это, конечно, и женская тематика, потому что, в принципе, музей – это о мужчине и женщине. Потому что всегда дом – это обязательно соединение вот этих двоих. Поэтому мы занимались и женской тематикой, мы занимались ремеслами, мы занимались археологией. И тут, конечно, большим таким открытием было для нас
Это в Москве, в Государственном архиве литературы и искусства, мы нашли рукопись фольклориста Натальи Ивановны Рождественской, которая так и называется «Быт и фольклор Лопшинки». 500 печатных рукописных страниц, полевых работ, фотографий. Какое это время? 37-38 год. Вы не видите, какая красивая собака тут ходит? Да, я тебе сейчас дам бекончик, погоди. Что сейчас Ян тебе даст? Такой ешь. Хватит, все, иди гуляй. Нам тут работать надо. 18 июня, 8 часов 45 минут. Через 15 минут отправимся в поход. Смотреть какашки-медведя. Да? Да, под этим моросящим дождиком предстоит прекрасная прогулка. Да, честно говоря, есть удивление, как может вот в таком болотистой местности еще и жить медведь. И где он тут берлоги роет? Роет. Кошмар. Потом мы должны поехать на узкий маяк, поплыть на лодочке. Но не знаем во сколько, потому что волна все еще сильная. И Тихон нам написал, чтобы мы сидели, возможно, до самого вечера здесь. Ну, нам есть чем заняться, так что мы не расстроимся. Кто это к нам идет? Доброе утро. Доброе. Доброе У утро. нас. Прекрасно. Это ваша собачка? Это ваша собачка. Так, а мне надо взять этот приборчик. Так, здесь у меня, наверное, немножко поработать. Сейчас сделаю. Так. Погода, конечно, это... Погода шикарная. Нормально. Именно в такую погоду надо приезжать на севера, чтобы понять. Сразу знаете, что видно, что север. Закрывается синичка. А вот народ тут живет, они чем занимаются? А здесь же рыболовецкий колхоз. Вот. Здесь то как-то у него имеют свои суда, то есть они рыбным промыслом занимаются, промышленным. Ходят в море. А кто не ходит, здесь ферма есть, то есть тоже работают на ферме. Ну, молодежь обычно вся больше-то уехала в этот город. Поля, то есть косятся, вон там видно вот. Раньше было, то есть леса все, огневое подсечное, то есть. Вот. Здесь только приусадебные, которые участки есть, там и выращивают. А же ферма, коров. Коровы, телята. Так. А это узкая губа Белого моря, Котр, ключевая орнитологическая территория. Меня всегда очень огорчает такое понимание, что русский север – это Поморье, это что-то такое море. Вот буквально несколько дней назад ко мне обратилась одна студия с просьбой записать песни Поморья в Кенозере. Вот. Я не хочу сказать, что это, конечно, ни в коем случае какая-то там не вина тех, кто это не знает. Наверное, мы в этом плане мало еще работаем, чтобы люди понимали, что русский север – это такая вообще сокровищница мини-территорий.
такая мозаика, и где никогда ничего не повторяется. И, конечно, наш североморской ландшафт – это вообще другая культура, абсолютно другая. Это и орудия лова другие, ну, естественно, судостроение другое. Озерный край – это тоже совершенно другая рыба. Ну, все другое, Другая поэтому кухня. другая кухня, абсолютно другая кухня. Вы знаете, такой маленький пример приведу. Мы открывали музей, я, по-моему, вам в прошлый раз про него рассказывала, в Аэропорт? Лопшинге аэропорт. Да-да-да. И когда мы стали думать, что же будет в нашем буфете, мы подумали, ну, бутерброды в Сёмгае, вероятно, должны быть для прилетающих людей, потому что местные же знают эту рыбу. Мы пришли, задаем такой вопрос, а скажите, как резали вот на бутерброды? Нам говорят, какие бутерброды? Мы никогда сёмгу бутербродами не ели. Она резалась вот такими квадратиками толстыми, лежала на столе, ее ели с картошкой. Значит, и мы сделали в этом буфете все-таки вот это бутафорные квадратики сёмги. Вот. Но они, правда, мне кажется, не очень удачно получились. У бутафора, конечно, которая работала. Ну вот, то есть, такие вот маленькие открытия, мы как-то одно понимаем, а на самом деле по-другому. Поэтому север тоже, далеко не все так могут даже знать, что это разные технологии. Поэтому, конечно, это, например, на Белом море, это куклы-панки, деревянные куклы, конники, деревянные птицы, которые резали поморы во время промыслов, когда они уходили на зверобойные промыслы, были когда какие-то простои. Такой культуры вообще не было на территории Кенозера. И, к сожалению, мы много нашли предметов для нашего музея в Лопшинге. Я считаю, что это просто какой-то, ну, вообще подарок с неба, потому что мы нашли почти 300 прекрасных предметов, и панок мы не нашли. Вот эта культура вот совсем ушла, где-то в 50-е, 60-е. Поэтому пришлось обратиться в Российский этнографический музей, где эта коллекция была собрана в начале 20 века собирателями. И у них есть подлинные вещи, мы все это смотрели, номеровали, мы искали мастера, который Реплику сделать, да? Да, чтобы сделать реплику. И мы нашли мастера, но большим трудом. Потому что, ну, как-то вот скульпторы, у них немножко рука уже набита по-другому. Вот поэтому это была сложная история, но это вообще вот новая ремесленная технология, которую мы возрождали уже на Белом море. Или, например, мы смотрим на фотографиях, все поморы совершенно в роскошных, как они называют, вязаные рубахи. Роскошные орнаменты, все разные. Никто не вяжет. Мы хотели, чтобы это кто-то из местных жителей. Никто не взялся из местных жителей. Можно ли Всё сказать, ушло. что сохранность вообще культуры в Онежском поморье хуже, чем в Кенозере? Да, наверное, я так могу сказать. Вот по сохранению ремесленных технологий однозначно. Почему? Там менее благоприятные условия были? Мне кажется, что все-таки Кенозеро, оно всегда было более законсервировано. Во-первых, это территория тупиковая, да, то есть я всегда говорю о том, что из Вершинина нет дорог дальше. Ты въезжаешь, а дальше ты по этой же дороге можешь вернуться. Но дальше Вершинина уже только лесные тропы. Петрозаводск, Санкт-Петербург, это лесные тропы, да. Вот так и ходили лесными тропами до центра, вернее, до столицы Санкт-Петербурга. То есть это такая вот очень серьезный такой тупик, поэтому вот эта консервация многого, я думаю, что связана, конечно, с этой ограниченностью. Моря нет, море – это выход в Архангельск всегда было. Поэтому они торговали на ярмарках, здесь туда приезжали купцы, море было открыто. Территории были открыты. Вот, поэтому, когда мы начали собирать предметы, мы сначала были в размышлениях, что мы там соберем. Там все музеи побывали. Архангельский, Московский, Соловецкий музей-заповедник. Прекрасные коллекции. Мы тоже уже все их коллекции знаем, работали у них в фондах. И когда, вы знаете, мы стали вывозить маленькими тракторами дерево, и текстиль собрали, и костюм, и жемчужные серьги, и головные уборы. Вот это, конечно, потрясающее открытие. Вот. Это сохранялось еще на чердаках. А вот ремесленные технологии, да, пожалуй, что нет.
Но мы вот стараемся, я сейчас немножко договорю про эту вязаную рубашку. Дело в том, что мы нашли в Новодвинске, у нас есть такой центр, который занимается возрождением именно орнаментального вязания. И долго, трудно, пытаясь найти правильную композицию, размеры орнамента. Вот у нас Галина Черепанова, там мастер, она нам такой сделала свитер, ну, говоря языком поморов, рубашку. И мы там тоже экспонируем. Но мы надеемся, что эта технология сейчас, может быть, тихонечко будет передаваться. Тем более сейчас это модно опять очень. Тем более это модные, такие прекрасные орнаменты. Ну вот для этого тоже надо создавать ремесленные центры. Пока у нас там нет таких центров, пока мы сделали несколько экспозиций. И, в общем, мне кажется, очень удачных экологических труб. Вода сейчас просто большая, поэтому следы не увидим. Отпечатков лап, то есть. Но можно видеть по его как бы этим по следам жизнедеятельности. То есть А с какой периодичностью мониторинг проводится? ежегодно. Ежегодно. Ну, то есть это не значит, что раз в год. Вот вы сколько сюда Раз в год. приезжаете? Один раз? Не, я? Да. Я почти это весь год на территории. Ну, по-разному. Я занимаюсь не только медведем, охраной, сопровождением. Старший государственный инспектор, то есть в области охраны окружающей среды. Выявляя нарушения. Учет бурного медведя по следам он проводит весь период его бодрствования. 2 территории. Проводим различные учеты. Ну, допустим, зимний период, это зимние маршрутные учеты. Вот. Потом учеты тетеревины, то есть, ну, первые, как бы, тетеревинных это зимние маршрутные учеты, а вторые учеты на ТК проводим. Ну, здесь не видно, то есть, медведь ходит по этому, когда вода по осушке, то есть, сейчас у нас вода большая, поэтому все следы замело. Ну, у него активность обычно у бурого медведя более с вечера и до утра. То есть. Вот можно, видно, вот тропа, то есть вот идет. Когда находил, он почти ежегодно, ой, не ежегодно, ежедневно обходит свой участок, то есть. Ну а так хожу на это, смотрю маркировочные деревья медведя. Вот у него раньше люди ходили, сейчас уже так люди здесь не ходят. А это тропа медвежья? От Или медведя человеческая? что? Вот маркировочное дерево медведя. Вот смотрите, вот он встает, вот просто показывает, вот видите, да, вот кусочки шерсти, то есть. Вот. Ага. Вот он встает сзади, то есть вот так и терется, то есть. Я бы... Ну, причем, как обычно, выбирает Потертый. он смолистый. Да, вот видите, как все затерто. Вот. Это закус, то есть, он, видите, зубами закус это. Меряется высота закуса, то есть, как бы. И каждый медведь свой участок можно примерно предположить вот такой медведь, то есть, высотой. Вот это закус у него. И он ходит вот весной часто вот. И вот это. Подновляет. Медведь выйдет. Что делать тогда? А он не выйдет. Это же вообще... Я не Да. достану так. А вот шип. Книжкина. Вот. Можно пройтись немножко, посмотреть. Ага. Просто везде, на разных, читаешь литературу, на разных участках она, это как его, активность, то есть разная плотность ничего медведей. Но здесь более такая частота маркировочных деревьев интенсивная. То есть. Я посчитал где-то, ну, прикинул тогда,
Она получается на километр, то ли 8 деревьев, то есть, если не больше. Вот, пожалуйста, тоже маркировочное деревья, дерево старое, то есть вот это уже пользуется. Вот. Вот тропа, вот видно даже как, смотрите, как будто как на лыжах прошел, то есть он так ходит. Если бы человек бы ходил бы, то осталось бы полностью был бы дерн снят, почвенный покров. Вот. А здесь как будто как на лыжах, то есть остается. Ну, на побережье, где травянистая растительность, там у медведя тропы видно, как будто медведь на лыжах ходил. Это участок самца. Фиксировал, то есть передняя лапа у него, размер передней лапы 15 на 7,5. Ну, рядышком крупный. крупный, да, медведь. Ну, то есть взрослый. Крупный самец. А крупные по деревьям-то уже не лазают, наверное. По деревьям Да. ползают. Когда это... Ну, не так часто, как молодые медведи. Молодые, по-моему, просто вообще бегают. Вот видите, вот следующий. Вот видите, скусил. Хоп. Вот маркировочное дерево. Остается шерсть у него, медведя. И вот собираем, можно видите, кусочки шерсти. Да? Да. Вот. Маркировочные деревья. Ну, то есть я прохожу, эти ставлю на GPS-навигатор, то есть точки эти, замеряю все рулеткой, ну, просто высоту, метки, ну и прописываю там, то есть порода дерева, потом диаметр на уровне груди и саму высоту метки, то есть замеряю. Так, а порода-то в основном хвойная, сосновая. Чаще, да, преобладает хвойный. Ну, то, что вот и есть и береза, то есть, ну, она реже, конечно. И, скорее всего, то, что привлекает смолу, то есть выделение, что они остаются, легче оставить свои метки. И запах прямо такой остается. Вот, чувствую, когда снимаю. Здесь есть? Нет, здесь нет. То есть, где-то вот на фоне дальше. Вот. Потому что, говорят, запах у медведя отвратительный. Ну как, чуть можно еще пройтись. Если Хотя, не знаю, вот любопытно. Если ты понюхал дерево, которое пахнет медведем, а медведя до этого ты никогда не нюхал, то как ты определишь, что оно пахнет медведем? Ну, только если это по шерсти видно, что Так, да, когда специалист по скажет, вот так экскрементам, пахнет медведь, да. по экскрементам. Сначала надо понюхать экскременты. Вот мы прошли очень немного, да? Вот видите уже снова. Ну, то есть он настолько часто метит, да? Вот, и вот на побережье я отмечал, что здесь очень часто. Это он даже за гривком, то есть он голову задирает. Ну, потолочкой ставили, видно, показывает. Ну, это потолочка дальше там стоит. То есть. Вот видите, вот даже здесь вот кора, то есть это стерта, то есть ну, терется. И вот до сюда вот такой мишка, то есть. Первый учет в национальном парке Онежское Поморье был проведен, учет численности, в 2018 году. То есть. Ой, совсем недавно. Да. Я магистерскую работу, то есть учился в магистратуре с 20 по 22 года, сейчас недавно закончил. У меня тема была бурый медведь. То есть. Изучение особенностей. Ой, бабочку надо фотографировать. Что это? Это нет. Вот чего тут. Всякое. Смотри, какая. Я просто ее не видел. Это щелкнул сейчас я. Вообще. Какой лес красивый, я никогда не видел такой. А лес у нас старовозрастной. То есть ему вот этому вот, могу сказать, что больше 300 лет. Так иногда пополняем, то есть определяем, пополняем кадастр. Бабочка. Вы не увидите объема. Надо показывать так вот. Так она непонятна. А вот когда вот так вот представляете, объем, то есть, оно наглядно сразу видно.
Кто кричит? А? Кто кричит? А, это перевозчик. Я просто с орнитологом работал, а кто это, ну как, новый. И сфотографировал, выкладывал в интернет, в сети, то есть научился. Вот видите, вот, что он, если не часто ходит, вот видно, вот медведь лапа, вот раз, вот пошел. И я съел. Ну, лапки. Вот, и пошел, то есть. Это когда он ходит, когда большая вода, то есть. Есть такая экологическая тропа путешествия медвежонка Урсика. Она недалеко от самой деревни Летняя Золотица. Всего 5 километров надо пройти по этой тропе, и ты приходишь в живописнейшее место Таня. Таня – это место, да, где ставили невод, это место инфраструктуры для рыбаков. Достаточно большая инфраструктура, это не только акватория моря, определенное количество километров, принадлежащие именно этой Тане. Да? Это территория леса, территория берега. Вот это всевозможные малые архитектурные формы, как мы это называем. Но самое интересное, что там стоит 2 избы. Одна изба современная, то есть она была где-то в 60-е годы поставлена, а вторая явно очень старая, может быть, даже либо начало 20 века, либо конец. И эта вот эта вторая изба была очень давно складик, как говорят рыбаки, это был складик. Мы полностью восстановили 2 эти избы. Первая изба является гостевой, а вторая вот такой музеифицированный складик. И это мыс, высокий берег, каменистый, это море, ну, это потрясающая вообще красота. И когда мы стали думать, а что же мы сделаем в этом складике, пришла мысль о том, чтобы рассказать о истории повседневности рыбаков. Потому что достаточно много написано, какие виды рыб ловили, их размеры, какие орудия лова есть. А вообще, как день складывался, чем занимались, что ели и так далее, что варили. Да? Вот это была моя задача. Я работала в Летней Золотице с местными жителями, с замечательными тогда еще девочками, которые зарабатывали себе на платье новое. Сегодня это бабушки под 80 лет, которые работали кухарками. И там много, конечно, историй, но расскажу просто одну. Например, четкое было распределение между местом проживания. Отдельная комната была в избе для стариков. То есть это вот институт наставничества был совершенно потрясающий. То есть старики, они наставляли. Вторая была комната для молодежи, а третья для кухарки. Если это была, ну, в основном это было, конечно, девочки. Вот. И вот как регламентировался целый день, вставали в 5-6 утра. Значит, конечно, молодежь готовила, помогала, там, старики это были просто, вы знаете, вот такой какой-то, не знаю, очень почетный совет людей, которые наставляли молодежь ловить рыбу. Вот. И, конечно же, варили, я спрашивала, как варили уху, но сказали, что, конечно, варили в основном из семги, поскольку это семужные, да, тони. Вот. Но уж если семги не было, то сначала варили семгу, выкладывали кусок рыбы, и вот в этом бульоне варили там палтус, там, камбалу, в общем, все, что не является уже знаковым. Вот. И старикам подавали семгу, значит, а уже дальше могли есть уже уху с тем, что есть. Вот. Я спрашивала, как распределялись деньги, какие платили, кто получал больше, меньше. То есть очень много вот таких тонкостей. Я встретилась с девочками, дочками этих рыбаков, которые, поскольку 5 километров недалеко, они бегали к своим отцам, приносили из деревни молоко, табак, хлеб. А вообще была большая экспедиция по Таням. И мы много предметов для этого складика просто взяли в этих заброшенных Танях. Но на самом побережье там чаще можно встретить бурого медведя. То есть.
Вот где большие, допустим, концентрации выбросов водорослей или где-то выброшено морское млекопитающее, да, погибшее, то есть. И там чаще можно встретить бурого медведя, то есть в том месте. На море, на побережье, то есть. Ну, в данное время они, сейчас ягод нету, они питаются растительностью на береговых валах, то есть. Как, пасутся как коровки, то есть. В 2020 году ходил, тогда мы прошли 10 километров, делали маршрутный учет бурого медведя. И отметили 4 медведей, то есть. Ну, визуально, то есть. Ну, на 10 километров, это, да, то есть. Ну, это связано с кормовыми станциями, так, то есть. Где-то пусто, где-то густо. Птичек снимаю квадрокоптером, то есть, бывает, подлетаешь, может быть. Ну, просто, ну, и сейчас же пробуй, то есть, кто подпускает, кто не подпускает, изучаешь. Просто есть вот... Это остров? Нет, это речка, ну, называют Малая Сельца просто. Утекает. Я вот тут немножко проинформирую. Подплывем. Ну, фотоловушечку гляну просто. Прям смотри. Нет, мы выйдем. Я покажу еще как бы фрагменты случая. То есть, где бурый медведь, это как проявляет свою маркировочную активность здесь. Вот. Это морожка. Вот. Если не опадет, то будет хороший урожай. Медведь тоже ее активно поедает. Вот. Тоже вот тропа в буром медведя идет. Это медведь. Вот, вот смотрите, вот это следовая метка медведя. То есть, видите? Вот. Следовая метка медведя. Вот это вот. Он просто, как показываю, вот встает. Вот, вот видите, тут. И он так широко на лапы встает и прокручивает. То есть, стоят, расширяет, как его раздвинуть и метит, то есть свою территорию показывает. Ну да, то есть, вот видите. То есть у него лапа чуть поменьше, но он за счет кручения, то есть туда в разные стороны, то есть делает. Это называется следовая метка у него. Еще вот маркировочное дерево у него. Вот же она. Маркировочное дерево, вот видите, он встает задними лапами, то есть упираясь, вот, упираясь задними лапами, и вот спинку чешет, тоже стоит, запах оставляет. Люди уже не ходят здесь, вот, они не ходят, поэтому медведь вот бродит здесь. Ну вот видно след, то есть вот видите, задние лапы, вот смотрите, вот у него. Вот видно, вот когти, это пяточка, то есть, вот эта пяточка, это вот пальцы, то есть вот. Вот глаз наметан. Я бы прошла, не наметила. Вот. Ну, его как бы такой отпечаток не замеряется, то есть. Я так понимаю, вы в первую очередь замеряете те, которые на песке? Которые четкие, то есть. Да. Потому что это. Когда границы можно начертить. Да. Это старое, то есть он уже не пользуется, это следовая метка, то есть, ну, это маркировочное дерево. Он ее не пользует, то есть я его и не отмечал. Сейчас посмотрим. Картфул, то есть полный, что ли. Ладно. Я заберу карточку. Завтра поставлю. Когда парк был создан, были такие классические задачи. Разработать программу мониторинга, чем парк будет заниматься. Разработать, прежде всего, это проблема инвентаризации биоты
Кого сколько? Кого сколько, и что охранять, что не охранять. И, соответственно, вот практически там какие-то на основании вот предшествующих списков, полученные, да, при обосновании, все это и по сопредельным территориям. Началась работа. Значит, и за 10 лет сделано действительно очень много. Была разработана программа мониторинга за миграциями птиц. Да. Также в плане птиц изучаются у нас особо уязвимые, так называемые, виды. Это вот колонии, крачек, чаек. И еще вот в плане птиц очень важно, вот благодаря тому, что у нас теперь Павел Александрович футуран-охотовед, мы вот с ним как бы в связке посоветовались, свои ресурсы, возможности взвесили и начали проект по изучению тетеревидных птиц. Важная очень группа. Значит, введены у нас учеты на таках, значит, с 2020 года. Введены осенние маршруты тетеревидных птиц. Ну и на ЗМУ, в зимних маршрутных учетах вместе со зверьми, то есть эта группа учитывается. То есть мы 3 раза в год проводим мониторинг. То есть мы понимаем, как популяция тетеревидных существует. То есть если раньше зимой провели, то есть мы все знаем, что зимой популяция на минимальной численности. Многие уже погибли осенью. Вот. То есть раньше во время ЗМУ только минимально. Теперь мы смотрим, что происходит на таках, как они подготавливаются к сезону размножения, насколько они активно участвуют. И осенью, когда уже, собственно, гнездовой период закончен, мы смотрим успешность. Мы видим, есть спады или нет. Осенью 21-го очень был плохой показатель, и мы, к сожалению, связываем это с тем, что у нас на полуострове, вообще на территории парка в том числе, вот благодаря, это, конечно, громкое сейчас такое заявление, нужны ряды, нужно продолжать эту работу мониторинговую, но это очевидно, что уничтожая лес, да, на приграничной территории, собственно, это ядро вот этой территории, мы меняем климат, мы меняем, значит, животные же не знают, что тут парк заканчивается. Все же это функционирующая система. Мы меняем климат, меняем условия. И в целом ведь в регионе, и вот в России, и в мире вы видите, какие изменения климатические происходят. Вот у нас последние зимы очень такие были, во-первых, малоснежные, во-вторых, вот это, знаете, затайка, так называемая, оттепель, чередуясь с резким похолоданием, наст очень твердый, соответственно, то морозы ударяют за 40 градусов. Пернатые не могут спрятаться. Настовая корка. Ну, ночью-то они ведь прячутся, да, под снегом. А они просто не могут спрятаться, они просто замерзают. В природе настолько все взаимосвязано, и мы вот эти моменты важные для парка, мы как бы стараемся фокусироваться. Прибрежные сообщества, они, во-первых, в плане биоразнообразия наиболее богатые. Собственно, видовое разнообразие, да, очень много видов в зоне экотона на границе суши и моря встречается. Колышек, чтобы датчик установить, он снимает показания, то есть то, что мы, которые датчики устанавливали в прошлом году на речных крачек, слежение, то есть миграционных путей. Не знаю, потому что в прошлом году мы ставили крачек было больше, и в этом году их там меньше. В прошлом году здесь не было крачек, в этом году они здесь есть, то есть вот они сместились. Как вариант, надо здесь проверить. Вот. Я-то хотел сходить за палочками, то есть, тут тоже мышки бродят. Но сейчас же ягод нету, они питаются растительностью. Вот кулики, сороки, то есть летят, которые спрашивают. О, кулышек. А мне достаточно. Я колышек. Вода большая, он по осушке ходит. Ну, бывает вот эти подорожник, который ест. Лягустиком копает, то есть вот этот вот. Он... Да. А лягустик он съедобный. Ну, слава.
Как это, салат? Это что, у нас очиток, что ли, этот? Очиток пурпурный, что ли, блин? У нас просто он не везде растет. Надо тоже запечатлеть. А если радиола розовая, то она у нас в красной книге. Очиток он это отправлю нашим специалистам, определят. Ну, я, скорее всего, понимаю, что это очиток пурпурный. А Мишка, конечно, этими растениями питается. Что? Хотя сейчас наблюдал, то есть бродил, в экскрементах у медведя сплошные, то есть ягоды, клюква есть. А как он сейчас ягоды нашел? Пошел под ней. Клюква остается. Тоже очень много болот, то есть, и урожай это хороший. Прошлый год очень это. Так что он ягодами. Я хотел показать, но нет, какой-то. Надо было идти. Интересно эти цветочки. О, и здесь этот очиток. Просто это. Я сотрудникам нашим передаю научного отдела. Понимаете? Медведь проснулся в этом году 22 марта, то есть у нас, то есть медведи просыпаются и сразу все вот медведи, которые рядом, они все сразу идут на море, то есть проснувшись. То есть. Вот. А у Александра Максимовича спрашивал, он говорит, у него чуть позже, то есть в конце, то есть марта, ну самом где-то там, или в начале апреля у нас вот в этом году 22 марта снегу полно, то есть медведь вышел, уже проснулся, пошел на море. Вот. Ну ладно, поедемте туда, на остров, к чайкам. Я датчик поставлю. Вот видите, такие возвышенности. Да. Внизу там это все болото, а вот на таких возвышенностях медведь строит берлоги. Там сухо, то есть легче копать. Так он что, копает их? Берлоги копают. У нас здесь копают грунтовые. Местные передавали, что есть берлоги. И просто я в другом месте, ну, в части парка находил берлоги. Вот, сколько у меня обследовал, то есть 5 берлог. Они все были грунтового типа, то есть выкопанные. Самая длинная была 2 метра 70 сантиметров, то есть вот. Вход чего, то есть 90 сантиметров. Вот. А тут песок, какие тут почвы там? Почвы подзолистые, суглинистые, такие глеевые. Ну, то есть они легко копать, то есть не достаточно вот этого. Ну, медведь снова повторно берлоги не использует, то есть он каждый год он капает новую. Вот туда затаскивает, то есть ветки наламывает, мох сгребает, то есть вот. Медведь как-то скрывает эту нору в своих вещах? Нет, не закрывает. То есть. Ну, если быть достоверно, что я не ходил в тот момент, не наблюдал, то есть был случай, рассказывал товарищ, что у него знакомый провалился медведю туда. Да, говорит, Проснулся или нет? да, говорит, я, говорит, вылезал, говорит, ноги просто отказались от страха. Вот, говорит, медведь выполз. Вот. Все, пойду устанавливать. А там информация собирается с этого прибора, то есть собирает днем и ночью, то есть. Морские приливы, они способствуют формированию так называемых биотопов, которые носят название марши или ватрово-маршевые берега. Это такой тип берега, который образуется под влиянием прилива путем выноса наносов в сушную зону. И вот эти марши покрыты специфичной субаральной галофитной растительностью, которая больше, ну, скажем так, ни в каких других биотопах она уже не живет. Вот именно вот эти морские берега, и здесь обитают растения галофиты. Условия обитания здесь достаточно экстремальны. Для них это и засоление почвы в первую очередь, сами морские приливы, колебания уровня воды. То есть они на определенный период времени уходят под воду, потом открываются. И это очень тесно связано с их физиологическими особенностями этих видов.
Какое значение это имеет, например, для птиц? Дело в том, что формирующаяся приморская растительность – это один из основных биотопов обитания водоплавающих птиц, в том числе и перелетных. То есть они там гнездятся, кормятся и так далее. То есть, ну, как бы чувствуют себя как дома, скажем так. Онежский полуостров научно и исследован очень слабо, в том числе и тем более приморская растительность. И, соответственно, новые виды, скажем так, пусть там не для России, а локальные, местные, здесь мы находим, ну, практически ежегодно какие-то я нахожу, так получается. То есть, допустим, ну, вот недавно у нас была обнаружена фиалка приморская. Особенно часто находятся новые виды водорослей. Один из наиболее интересных объектов – это сейчас, вот, например, желто-зеленые водоросли в Ашерии. И дело в том, что эта группа организмов вообще очень слабо изучена для Белого моря. Для Белого моря, как и, собственно говоря, по России. В настоящее время в Белом море их известно всего 4 вида, причем 2 из них как раз собраны на территории национального парка Онежское Поморье. Это Вашерия литория и Вашерия велютина в Дунской губе. И все остальные пока что еще предстоит определить, потому что, ну, как бы собрано уже достаточно много. И те самые желто-зеленые водоросли в Ашерии, они выполняют очень большое значение для формирования маршей. Это преимущественно пионерные поселенцы. Сначала море отступает, на нем поселяется какая-то влаголюбивая растительность, которая существует в условиях проливно-отливной зоны. И вот одни из этих организмов – это как раз желто-зеленые водоросли рода Вашерия. Для науки это очень интересный объект исследования, скажем так. Да, малая чайка, то есть, вот видите, черная из-под черной, малая чайка. Вот это речные крачки. Вот. Я здесь поставлю, чтобы было так глаза не бросалось. Ну, здесь, наверное, есть. И сразу. Оп. Надо будет его защитить еще. Подключается пауэрбанк. Чайки-то нервничают. Да, потому что это... Мы сейчас быстро поставим и покинем. Так. Я ее несколько пакетами накрою и потом привяжу. И завтра заберу его. Ну, то, что пауэрбанка только хватит на этого. На ночь. Хватает, да, я проверял, хватает только на это. На ночь. Хотя, сколько там, на 28 тысяч. Все, поедем. Не будем беспокоить. Ну что? То есть радиус мне 1,5 километра. Ну хотя колония вот здесь вот находится. Метров 300-200 от нас. Основная, то есть. Ну, этого достаточно снять данные. Есть птицы с датчиком, здесь есть. Все, поедете. В 2020 году в районе деревни Луда у нас был обнаружен новый вид для России. Это харовая водоросль Талипелла нормана, который раньше был и известен только из Северной Норвегии. Определен и подтвержден был в Ботаническом институте РАН. Ну, то есть это получается новый для России вид. Дело в том, что вот если брать Белое море, то в 60-х годах, да, была массовая гибель зестеры. Это очень значимо. Это морская трава, это цветковое растение, то есть это не водоросль. Единственный вид морских трав, который произрастает в Белом море. И вот в 60-е годы практически во всех морях, в том числе и в Белом море, была зафиксирована массовая гибель вот этой вот морской травы зестера марина. И причиной вымирания явилась болезнь, вызванная грибком рода лабиринтула. В общем, вот этот грибок поразил
пошла болезнь, и из-за этого заросли застыры очень поредели. Но впоследствии началось восстановление. Произошла, видимо, какая-то гибель самого грибка тоже. И сейчас эта стыра занимает довольно очень большие площади, вот, например, на акватории Унской губы, а также локально и вдоль практически всего побережья Онежского залива. Вот как мы ездим, это самое, то есть локально застыра есть везде. Очень значимая для птиц в плане миграции. Вот есть растительноядные виды, например, свись. Значит, их вот несколько тысяч останавливаются осенью в Унской губе, то есть с воздуха очень все здорово видно, зарослями, значит, застеры. То есть у нас все, привязка, картирование, вот эти скопления, вот они все видно, сидят, кушают, ныряют, добывают. Вот. И поэтому вот это значение застеры для мигрирующих птиц, для скопления, оно очевидно. Был случай, медведя тогда отстреляли, который в деревню ходил, пекарню подламывал, то есть взяли лицензию, то есть, потому что надо агрессивные особи убирать, которые пришли, населенный пункт, они постоянно будут, их рекомендуется убирать. И вот, мясо не стали забирать, то есть они его закопали, медведь пришел, я другой покрупнее откопал его, и потом, там ловушку, участковый инспектор у нас поставил фотоловушку. И вот медведь приходил вечером, то есть откапывал, ел его и под утро закапывал. То есть как только медведь уходил, приходил волк, то есть и выкапывал тоже, то есть ел. То есть они менялись как бы. И вот которую часть он мог оторвать там что-то, он утаскивал, то есть. Да, было, что вот в 2020 году медведь, то есть убил, то есть ребра сломал, то есть были ее вскрывали, смотрели, то есть были ребра переломаны и печень съедена, то есть почему его медведица он прикопал в 50 метрах у местного рыбака, который рыбачил в избушке, то есть дети нашли это на побережье, увидели, то есть вот. То, что главное, что повезло, что не было рядом медведя, он обычно охраняет, то есть, свою добычу. Так бы, если детишки подошли бы, если медведь был бы рядом, то могло бы не поздоровиться детишкам. Вот. А так, ребята, то есть инспектора бывают, балуются, найдут нерпу и день до дерева заряда повесят. И вот этот крупный, где медведь не ползает. Там все показано, как он ползает. Вот. А так обычно, если положишь, он ее оторвет, то есть взял и утащил, все. Кадров нету. А тут он ползает постепенно, то есть больше кадров. Вот. Волки, то есть весной бывают лося, то есть задавят, но они не сразу съедают, там поедят и как-то бросают. То есть если человек подошел, они сразу же бросают, то есть не приходят. На это дело росомаха приходит, потом если весной в марте, да, вот это медведь, то есть, и они по очереди, то есть едят, то есть опять лося доедают. А росомаха обычно все это дело, чтобы никто не ел, мочится, то есть испражняется на это. На фотоложке все видно, вот эти кадры. То есть. А потом мишка приходит и быстрее. Есть даже фрагменты на фотоловушке. Лось, то есть шел весной, провалился, утонул, то есть в речке его. Инспектора его достали, то есть привязали к дереву, чтобы это. И 3 медведя ходило там драки даже есть. То есть в течение полумесяца где-то, несколько, то есть неделю там ходили, то есть между собой дрались, плавали, валялись, то есть в этом. А вот у меня вопрос, мы как раз с Димой разговаривали по дороге, когда ехали.
Действительно ли рыбаки брали с собой в дальние там, свои походы специального рассказчика, который скрашивал их досуг? Это было Рассказами. действительно. Во-первых, мы эту информацию очень полно как раз нашли у Натальи Ивановны Рождественской. Она описывает конкретно вот этих вот сказочников и их фамилии, кто это такие люди, то есть это сказки у нее записаны даже, некоторых сказочников. Вот. И вообще, да, это была такая традиция. Но она, наверное, все-таки, я думаю, что в 20 веке уже ушла. А если говорить о XIX веке, это было. И потому что ведь были и простые, особенно на зверобойных промыслах это было распространено. Когда были простые, и сказочники, да, рассказывали сказки. А это правда, что они не участвовали в лове, но получали свою долю? Это так оно и было, да. Это была их очень четкая совершенно обязанность сказочников. Это очень, очень ценили этих людей. Это так, это было так. Вообще история вот этого артельного промысла, даже, может быть, не история, а структура жизни его, она очень интересная. Ромши, так называли руководители этих артелей зверобойных, это были очень почетные люди. Все было очень регламентировано. Даже вот если я сейчас вспомнила, вернемся к женской тематике по Белому морю, то, например, я впервые там с этим встретилась, именно у Натальи Ивановны об этом написано Рождественской, что когда были посиделки, да, беседы знаменитые девичьи, когда все знакомились друг с другом. Значит, из рода богатого, а что такое богатый род? Это когда из поколения в поколение люди живут на этой земле. Это значит славный род, это сильный род. Эти девушки рассаживались на беседах с старухами, на лавках, на фасаде. Те девушки, которые были, так скажем, попроще и не совсем из богатых родов, они рассаживались на фасадах по торцу избы, на лавочках. Ну, а те, которые совсем молодые или еще совсем неизвестные, их рассаживали сразу справа у дверей. Но если приезжали гости в эту деревню, то все менялось. Фасадная лавочка для гостей. Вот такая регламентация, я вот впервые, конечно, в Наталье Ивановне встретила это. Ну, я вам уже говорила, что это потрясающие записи, просто можно без конца ими начитываться, любоваться. Действительно, такой роман. Немножко вода пошла уже на убыль, немножко в воде. Ну, пойдем прогуляемся, посмотрим. В прошлый раз я когда высаживался, ну, где медведя были там, то есть. Здесь тоже уже другой мишка, то есть. По следам. Ну, хотя даже размеры будут одинаковые, но чуть-чуть формы могут изменяться. То есть морской заяц отдыхал, то есть. И вот медведь на него, то есть там подкрадывался так к нему, старался. И также картина была похожа с волком, также. Успешно? Не, то есть убежал морской заяц в воду. Морской заяц быстро. А? Быстрый морской заяц. Да. Один раз потом в 16 году молодой, то есть заяц был, он лежал, просто выгрузились, сфотографировали. Даже удивились, почему не убегают. Они обычно, когда при подходе человека, сразу же убегают. То есть пофотографировал, попозировал. Мы думали, что-то с ним случилось. Сотрудник сказал, что его надо, допустим, может, что-то с ним случилось, надо в ответ службы обратиться. И после этих слов заяц как-то рушился, убежал. Не надо, дается. Да. Пойдемте, посмотрим. Ну, здесь специально оборудованное место, то есть здесь можно остановиться, костер сжечь, потому что место оборудованное. Вот. Переждать, то есть дождь, погоду. Туалет есть, если надо. Ну да, сделано, то есть сотрудниками парков. Мусор. А сюда туристы могут приехать? Да. Ну, бывают туристы, рыбаки.
Мишка, он можно То есть, посмотреть. в принципе, в Луду можно приехать, там, условно говоря, со своей лодкой Да, и до сюда нормально сплавать на лодке. да, порыбачить, согласно правилам рыболовства. Я хочу показать, что этот да, Мишка тоже тут, вон, видите, открывал. Ну, я тогда закрыл ее, он ее открывал, вот видите, эти лапы-то, когти, да, вот это. Открывал, то есть фрагмент. Вот. А вон в гнезде сидит, этот, как его, дрозд сидит вот в гнезде. Видите? Вот дрозд сидит. Это рябинник? Это белобровик, наверное, скорее всего. Вот видите, березка и вот. Да. А вот второй, то есть, беспокоится. А это туристическая тропа? Нет. Медвежья? Да. Раньше человек использовал. Человеком пользовался, сейчас люди меньше передвигаются по тропам, не ходят. Смысл чуть. Здесь уже этих меток вот в этом месте уже меньше, то есть. И почему частота меток, да, больше, значит плотность больше медведя. Здесь один ходит, получается. Вот прошли, пока маркировочное дерево не нашел. То есть. Но животное, а вот свежее сломано, вот видите, он свежий залом Ага. сломал, то есть. Вот. Свежая метка бурого медведя, то есть. Да, Костя? Ну, на маме сейчас это, какашку медведя покажу и поедем. Все. Основной компонент питания, то есть видно, что он клюкву собирал. Вот сейчас вот ел, то есть внутри даже не переводил. С кусочками фрагментной шерсти, вот шерсть. Ну, шерсть, предположишь, что это, ну, скорее всего, это медвежья шерсть. Питался клюквой, да, вот. И шерсть, ну, мы сказали, что после линьки слизывал, то есть шерсть и попала, то есть... Где мы его нашли? Да, кого, ну, я шел, чтобы сразу же вам показать, что вот это... Мне это записано, ну, то есть я по питанию смотрю, разбираю, что основном чем питался медведь. То есть, в каждый период, то есть он, у него разное, то есть питание, то есть вот весной преобладает у него что растительность, бывают вот эти вот молодые побеги он ест, и вот собирает прошлогоднюю, то есть клюкву, ну брусника попадается тоже у него, если хорошие урожаи были, вот присутствует. Так что вот. А? А что это за растение? Это багульник. Багульник. В разных же вариалах, да, медведя, то есть у него свой спектр питания, то есть где-то же нету болот таких много, он питается другими растениями. Ну, я опрашивал инспекторов, то есть часто, что вот часто в этих, ну, в экскреметах медведя в это вся почти клюква, то есть. А, ну вот еще видно, то есть прошли, да, вот это, вот кто я разбирал тогда, видите, тоже клюква. А вот такой темный, это растительность, то есть. Я еще Животного происхождения нету здесь ничего. животного нету, да. Хотя где-то в середине мая было выбросило нерпу, то есть вот где мы первый раз высаживались. Угу. Там было 2 медведя, то есть они, то есть, ну, медведь уволок, конечно, ну и рядышком было. А он бабочку сидит. Не надо? А, это бабочка другая. Надо, я пригодится. Хозяйство себе пригодится. И бывает это, потом сидим и подделяем, то есть. Бабочки еще нету. Что-то наедены и волки тут, блин. Ну, это, конечно, сопутствующие корма, да, если не основные. Присутствует шерсть и хвоя, то есть часть стеблей, то есть растительных. Но больше ты не разберешь, что то ли волка, то ли медведя. Чуть-чуть походили, лодка обсохла,
Ну и сакраментальный вопрос. Зачем нам нужны заповедные территории? Человек сейчас ведет хозяйственную деятельность. Глобально практически по всей территории Земли ведет хозяйственную деятельность. Да? А должны же быть и такие территории, которые должны быть освобождены от регулярной, скажем так, промышленной деятельности, от какой-то серьезной промышленной деятельности, от тех же самых вырубок лесов и так далее. И вот, по крайней мере, природоохранные территории это уже создают сейчас какую-то гарантию, что природа на этой планете все равно сохранится в любом случае. И иначе человек может проникнуть везде, а тут есть какие-то ограничения. Экосистемы нормально функционировали и развивались, скажем так. Заповедник, вот у нас единственный Пенежский, да, в который вы уже ездили, это эталон природы Архангельской области. Эталон в плане того, что это нетронутая территория, уже несколько десятков лет, более 40, где все идет своим естественным ходом. Поэтому эталон. То есть с этим можно сравнить. Есть такая теория зеленого пояса. Это такие узловые точки, да, расположены по европейской части, вообще по всей России. И если мы проследим, значит, как вид летит, допустим, зимовок, как встречи его происходят, то мы увидим, что, собственно говоря, а где им остановиться? И они выбирают вот эти вот, так сказать, узловые точки вот этого зеленого пояса. Глобально, не то, что вот национальный парк Онежское Поморье, вот тут орлан, тут там гнездится. Нет, это сеть. Здесь он гнездится, а там он добирается до мест зимовок. Давайте я вас немножко познакомлю с территорией. То есть национальный парк Онежское Поморье расположен на Онежском полуострове. Вот. С одной стороны Двинский залив Белого моря, с другой стороны Онежский залив Белого моря. Если представить, да, то река Северная Двина будет вот здесь и город Архангельск. А вот река Онега где-то будет вот здесь. Площадь парка составляет 1166 гектар. И парк создан в целях сохранения старовозрастных лесов. Дело все в том, что Онежский полуостров – это, по сути, тупик. То есть зверю некуда уйти и неоткуда прийти. Ну, так же и людям, по большому счету. Вот эта часть – это не национальный парк. Национальный парк – это вот зелененькие, коричневые, да, квадратики. Почему квадраты? Потому что он размечен по квартальной сети. Вот это водоохранная зона. Здесь рубки запрещены. Вот здесь вот идут рубки. И чтобы остановить рубки, вот, создали национальный парк. Вот здесь вот, это заповедная зона. Здесь как бы режим заповедника. Вот, таких зон на самом деле несколько, да. То есть это зеленым это рекреационная зона. Зона особо охраняемая зона, вот эта желтая, а красная – это заповедная зона. Здесь расположен самый большой массив старовозрастных лесов. Ну, то есть, если здесь все вырубить полностью, здесь больше ничего не останется. А старовозрастные, они Нет, старовозрастные леса – это не старые леса, это не обязательно старые леса. Это леса, которые не рубили. Вообще никогда не видели ни топора, ничего, и все происходит естественным путем. Вот эти вот коричневые квадратики, да, что очень важно, что не было при создании Онежского Поморья, это зоны хозяйственного назначения. То есть с какой целью их создали? Вот здесь вот и здесь люди покупают дрова в городе. Что в деревне люди, да, в деревне люди покупают дрова из города, им везут. Вот. То есть вот эти леса, да, рядом с деревнями, которые не входят в парк, рано или поздно там закончится лес. Да? То есть, тот, который можно рубить. Соответственно, вот эти зоны хозяйственного назначения, они и были выделены в парке для того, чтобы мы могли официально им отводить там лес. То есть в летней Золотице это уже как бы практикуется. Здесь пока еще нет необходимости ни здесь, но я думаю, эта необходимость скоро возникнет.
Населенные пункты не входят в парк, да, но тем не менее с ним граничат. Вот. Это Пурнима, Лямца, Пушлахта, Летняя Золотица, Летний Наволок, Лопшинга, Яринга, Пертаминск, Луда и Уна. Дорог нет. Дороги есть только вот до Пурнимы и до Луды. Дальше водный транспорт, вездеходы, болотоходы и все, что с этим связано. Вот. Получается, здесь что мы имеем? Помимо охраны природного наследия, вот, мы охраняем еще и культурное наследие, потому что они взаимосвязаны друг с другом. Иначе для чего нам это охранять? Да? Если не будет человека, природа сама замечательно, да, существует, все в гармонии, да, но поскольку есть человек, то есть человек – это неотъемлемая часть природы. Также на озере Мураканское расположена база детской экологической школы. Вот мы собираем детишек вот с этих деревень. Вот, и здесь с определенной направленностью мы наши специалисты проводят с ними занятия. Вот. Почему именно из этих деревень? То есть это очень важно. Раньше жители этих деревень общались посредством, да, связи не было, но тем не менее ходили там телеги, лошади, трактора потом ходили. Вот, и так или иначе люди общались. Вот. Сейчас эта связь, она потеряна. Ну, по сути, утрачена. Соответственно, чтобы эта связь не была утрачена, чтобы люди общались, вот, мы собираем здесь детей. Извините. А связь утрачена, потому что это заповедные земли, они не могут там передвигаться? Нет, нет. Связь утрачена только потому, что вы сами знаете, что деревня, что сейчас происходит с деревней? Молодежь уезжает, да? Школы закрывают, а работы нет. Все. Да? То есть, если раньше все-таки здесь осуществляли деятельность по добыче рыбы, ламинарии, то есть сейчас эта деятельность сокращена до, видимо, минимума какого-то. Вот. Соответственно, такой как бы большой-то жизнедеятельности здесь нет. Вот какого-то действия. То есть нет у них нужды, в общем-то, хозяйственной ездить? И нету, да. Нету. То есть здесь, вот, чтобы попасть сюда, здесь у нас есть аэропорт. Да? Тут аэропорт. Вот. Приземляется самолет. Здесь аэропорт. Малая авиация летает. И, кстати, вот здесь у нас расположен единственный, да, в России действующий аэропорт-музей. Очень, так скажем, трагическая, но тем не менее история, которую не нужно забывать, это спецпереселение. Вот. Здесь существовало 5 спецпоселков на этой территории. Где-то даже они сохранились какие-то фрагменты зданий, потом паровых машин, локомобилей. Вот. И, конечно же, мы будем создавать там какие-то музейные экспозиции под открытым небом, да, чтобы показывать людям, чтобы люди не забывали. Потому что если люди начинают забывать свою историю, да, пусть она, может быть, это культурное наследие не очень радостное, да, но, тем не менее, забывать его нельзя. И чтобы люди помнили, и чтобы люди не допускали этого в дальнейшем, в истории. Вот. Также у нас есть на территории маяки. То есть один маяк расположен здесь, на Унском рогу. Вот. Потом один маяк расположен здесь, на мысе Вороний, на мысе Летний Орлов маяк и Чесменский маяк. Поскольку маяки всегда для рыбаков и моряков были путеводителями, известный архитектор, реставратор Александр Антонов сделал нам вот такую имитацию маяка. Без единого гвоздя из моребойной доски. Вот. Можно по одной лестнице подниматься и по другой одновременно спускаться. И через слуховое окно можно посмотреть на Унскую губу. Слушай, такая лестница крутая вообще. Ну, вы, главное, аккуратнее. Там есть недоделки, не зацепитесь, не порвите ничего себе, куртку, да, штаны. А сейчас есть из местных жителей те, кто себя считает поморами? Ну, здесь все поморы.
То есть все поморы? Ну, конечно. Они себя идентифицируют как поморы, и в переписи так и пишут. Я помор. Нет, я не знаю, что они пишут в переписи. Я не могу сказать, я не привожу эту перепись, но тем не менее люди, живущие у моря, это поморы. Вот. И неважно, там, пусть даже этот человек, там, допустим, с Казахстана, да, к примеру, или с Урала, вот, но он сюда приехал и большую свою часть жизни живет здесь, и вообще живет здесь, да, то есть он как бы обустроил свой быт, ведет какое-то сельское хозяйство, допустим, или не ведет сельского хозяйства, занимается рыболовством, а здесь все рыбаки. Вот, соответственно, ну, это тоже поморы. То есть помор — это не национальность? Помор — это не национальность, это культура, да, совершенно верно. Да, что это будет? Обычно все говорят, ой, это москвичи гостиницу построили. Нет, это не москвичи, и гостиницы здесь будет очень мало. Да, это люди, которые приезжают, да, пользуются ресурсом и уезжают. Ну, иногда оставляют нам мусор. Вот. Есть познавательский туризм, как один из направлений вот, туризма. То есть люди проезжают по территории, чтобы с ней ознакомиться, да, поближе, да, узнать что-то новое. Также научный туризм, но это больше туризм для таких как бы суровых профессионалов, да, своего дела, которые исследуют какой-то определенный объект. Также сейчас как одно из направлений развития туризма, туризм деловой, да, когда боссы крупных предприятий каких-то, да, собираются, выезжают и свои, допустим, семинары, тренинги, еще что-то проводят, да, где-то вот в каких-то красивых местах. Вот, соответственно, вот эта вот комната, вот, она как раз и будет служить для них, как это называется? Конференц-зал. Да, вот. Я забыл просто, как называется, это конференц-зал. Вот. Это будет конференц-зал, где мы заходили, там будет кофе-брейк. Вот, это не центральный вход. Здесь у нас будут кабинеты, это административная часть здания. Здесь у нас будут кабинеты. Здесь будет музейные экспозиции. Одна будет посвящена там культурному наследию, другая природному наследию, экспедициям Федора Филипповича Конюхова, спецпереселениям будет большой блок. И в то же время как бы и будет часть посвящена уже погибшему первому директору Олегу Продину. Были в Вершинино или нет? Были? Там есть такой рухлядный амбар. Да. Вот там будет такой же крутой рухлядный амбар. Вот, только наверху. Вот, а с того момента, как пошло круглое бревно, здесь будут стеклянные двери из темного матового стекла. И где пошло круглое бревно, это уже пошли гостиничные номера. Людям же надо где-то жить, да, кто к нам приехал на территорию, тем более, что за один день ее не осмотреть. Здесь будет кухня. И тоже отдельный вход, да, оттуда будет? Ну, будет, да? ну, какой-то будет, ну, больше, наверное, это связано с пожарным входом. Здесь будет санузел для людей с ограниченными возможностями и инвалидов-колясочников. Здесь будет прачечная, ну и номера. Я бы мечтала пожить в таком номере. Да, дело все в том, что туризм сейчас, он не может оставаться на том уровне, которым был раньше, да, то есть туалеты прямого падения сейчас уже уходят в прошлое, все-таки, да, это прошлый век. Понятно, что они есть там в труднодоступных территориях, но тем не менее, допустим, турист зарубежный, тому они, те же орнитологи, они готовы часами там лежать в какой-нибудь кусту и наблюдать там под дождем, да, за летящими птицами. Но тем не менее им же нужно где-то отдыхать. А вот хочется душ. Вот, душ, нормальный человеческий туалет, нормальное человеческое здание, тепло, уютно и вот. Есть ли хоть какие-то направления где-то по созданию нового стиля для русских деревень, какая-то архитектура, которая будет вот новая, в которой захочется жить современному человеку? Вы знаете, во-первых, ну хотя бы если взять внешнюю сторону, да, внешняя сторона здесь очень жестко должна быть идентичной. То есть, конечно, здесь не может появиться готический замок, ну, я так утрирую, да. То есть здесь должна быть архитектура, которая сохраняет все видовые коридоры, озеро. Это низкая архитектура, да, максимум двухэтажная, ни в коем случае не выше. Что касается внутреннего, да, и внешнего, значит, распространенный садинг, мы его, естественно, не приемлем. Но ведь сейчас существуют современные технологии, которые прекрасно сохраняют дерево. То есть это лаки. Мы, кстати, проводим с местными жителями специальные семинары, посвященные именно этой тематике, чтобы они не ставили пластиковые окна.
потому что есть деревянные окна, есть прекрасные покрасочные материалы, не сайдинговые. То есть мы с ними в этом направлении очень активно работаем. То есть это внешняя сторона. Что касается внутри, конечно, это очень свободно. Там можно и камин поставить, потому что вы живете индивидуально. Но это ведь вообще европейская традиция, когда сохраняются внешние, да, фасадные стороны каких-то аутентичных территорий. Та же Норвегия – это яркий пример. А внутри, конечно, пожалуйста, все современные технологии. На каждом участке создан пункт пожарного инвентаря. Вот. Это все рабочее, это не выставочные экспонаты. Мы на самом деле горим каждый год. Каждый год 1-2 пожара обязательно. Все пожары, то есть в Кинозерском парке известны случаи, когда от молнии загорелось, да, а у нас все пожары, ну пока вот за нашу небольшую историю, все пожары у нас по вине человека. Это РДВ-300. Они очень легкие, да, потому что все на себе тащится. Вот. И ставим одну мотопомпу здесь, у водного объекта. Вот, мотопомпы переносные малого класса, она прокачивает порядка там 210-250 метров. Ставим вот эту емкость, она имеет форму конуса и не падает. Соответственно, накачиваем ее, ставим мотопомпу следующую, и вот так вот перебрасываем воду. 1,5 километра. Можно еще и дальше перебросить. Это, ну, в этом никаких сложностей нет, на самом деле. Но нам повезло с территорией, то, что у нас много ручьев, рек, озер, то есть... Соответственно, нам в этом плане проще. Это что такое, знаете? И зачем оно нужно вообще? Зачем нужно? Скажи слово топор. Это топор. Отлично. Зачем нужен топор? Рубить деревья. Хорошо. Зачем их рубить на пожаре? Для того, чтобы быстрее... Чтобы дальше не горело. Отлично. Вот идет пожар, да? У нас сильные ветра. И поэтому даже небольшие пожары у нас очень интенсивные, да, которые постоянно пытаются из низового перейти в верховой. Если вот там вот дать вам потренироваться вот на том вот бревне, вы будете рубить его до утра. Правильно? Так до утра все сгорит. Уверена, да. До утра все сгорит. Соответственно, это топор мотыга. И нужна для прокладки минерализованных полос. Вот. Мы прокладываем таким образом минполосу. То есть, если вот так встану я, и еще встанет за мной человека 4, каждый делает шаг и удар, то до минерального слоя мы производим выборку грунта, создавая минполосу, и которая является препятствием надвигающимся огню. Сразу же вопрос. Пожар движется туда, куда движется ветер. Правильно? То есть ветер пошел туда, и пожар пошел туда. Почему вот... Просто колоссальная такая, просто серьезнейшая ответственность за людей и технику у тебя на лесном пожаре. Если ты руководитель тушения лесного пожара. Если у тебя опыта нет, делать тебе там нечего абсолютно, да, в качестве руководителя. Потому что надо прогнозировать пожар, да, куда он повернет, как он развернется, внимательно к прогнозу погоды, ну и опять-таки же вот эти ветра. Вот. Так вы говорили мне сейчас про встречный пал. Ветер идет на меня. Как же я буду запускать отсюда? Ну а для чего он тогда используется? Для горит же дальше. Нет, я понимаю, а для чего он используется? Смотрите, какая ситуация, да? То есть, когда вот в этом все путаются, да? Встречный пал, это, во-первых, делают только профессионалы, которые делали это, как правило, ранее. Вот. Потом определенный набор инструментов должен быть, да, и определенный набор действий выполнен перед этим. То есть пожар надвигается на нас. Мы понимаем, с какой скоростью он движется. Мы заранее прокладываем минполосу, да, перед ним, вываливаем все деревья в сторону пожара и раскладываем горючий материал. Вот. Есть специальные зажигалки. У меня, к сожалению, сейчас здесь нету ее. Они в малых лесопатрульных комплексах находятся все внутри автомобилей. Выбирается время, там 4-5 часов утра, то есть когда, как правило, ветер подтихает чуть-чуть, да, если он есть, естественная влажность материала увеличивается, ну, горючего имеется в виду. Вот. При помощи, допустим, зажигалки или любого там горящего предмета, когда пожар подходит к нам,
Мы это все зажигаем и смотрим. Когда идет пожар, он холодный воздух под себя подбирает и направляет его вверх. И поэтому получается такая картина, что несмотря на то, что ветер идет и пожар идет на тебя, вот, воздух, он уходит под пожар, непосредственно вот перед ним. Вот. То есть, когда прогрев воздуха идет, и вот тогда человек пробегает, все это поджигает и сам очень быстро убегает. Все. То есть, вся технология. Ты чувствуешь дым, но подходя к нему, ты не чувствуешь вообще ничего. То есть, ты его нашел, все хорошо, все это пылает. Мы ухаживаем еще и за лесом. Да? Мы проводим рубки ухода. Многие говорят, что рубки ухода это от лукавого, но только не в Онежском поморье. Мы вырубаем 92-98% гнилой древесины. То есть рубим мы волоками. Вот, эти рубки ухода проходят. Что делаем с древесиной-то? Да? Мы ее вывозим. Все, что гнилое, мы на отопление. Все, что можно использовать, мы закидываем сюда на пандус и распиливаем из этого какой-то материал. Да? Что мы делаем из него? Ну, там, 3 доски на экологическую тропу, да, там, потратили, да, 5 досок туда-то. Вот на причал доски, также с рубок ухода. Вот. Также здесь, вот в этом пространстве происходит подготовка к биотехническим мероприятиям. Биотехнические мероприятия, понимаете, что это такое, да? В общем, зверю в лесу тяжело. Тем более, когда вокруг куча вырубок, да? То есть они поджимаются вот в это лесное, так скажем, пространство, да, где фактор беспокойства минимальный. Вот. И в зависимости от погодных условий кому-то из них становится тяжко, например, лосю. Вот, соответственно, мы изготавливаем солонцы. Это я детям вообще показываю мини-солонец. Солонец немножко выглядит не так, но принцип тот же. Вот. То есть в дереве вырубается ванна и ложится соль. Они его лижут. Также подкормочные площадки для лося и зайца. Кормушки, скворечники. Дальше, да. На самом деле вот это просто выставочный экспонат для детей. Так-то он еще состаривается. То есть вот в такой светлый он не полетит. Вот. Это тоже изготовлено из доски, которая берется с рубок ухода. Что это такое? Вам вопрос. А я говорю, а что это такое? Для кого? Для грызунов каких-то? Для каких грызунов? Нет. Белочек? Ну, белочка справится сама. Белочка вообще... Белочке-то что, тяжело, что ли? Да, ну, да, тем более у белочки другое гнездо. Все. Белочка тоже человек. Может, тяжело. Смотрите, да, вопреки здравому смыслу, есть такая утка Гоголь. Она выводит потомство не в гнезде, не на воде, она выводит потомство в дупле. Но эта же утка, и нос-то у нее тупой, она не долбит деревья. Вот. И тем более, что это дупло, оно должно быть расположено рядом с водным объектом. Да? Ну, с каким-нибудь водотоком, река, например, озеро. Вот. Соответственно, чтобы им помочь устроить личную жизнь, мы делаем такие штуки. Вот. Называется гоголятник. Вот. Снаружи вроде как все хорошо. Почему внутри все так плохо? Так надо, чтобы она цеплялась, вылезть. Отлично! Когтей-то нет у утки. На сборы дается ровно 15 минут. То есть 15 минут. Вот после того, как мы получили сигнал о пожаре, вот, и после того, да, даже мы не получили термоточки. То есть мы получили примерное место, название примерного места, где происходит возгорание. Туда на проверку моментально отправляются люди. Вот, как правило, это 2 человека. Когда пожар находят, то, ну, пока мы его ищем, он может скинуть нам термоточку, да, и мы точно будем знать. Кроме того, у нас установлены камеры. Вот на этих мегафоновских вышках у нас установлены камеры, которые в автоматическом режиме крутятся 360 градусов, вот, и подает нам сигнал о задымлениях.
естественно. Это наша гордость, это центр обращения с отходами. Мы живем в век упаковки. Пошли мы в магазин покупать печенье. Мы купили печенье, да? Мы развернули одну упаковку, под ней слюда, разворачиваем слюду, там подложка, в подложке 3 печенюхи. То есть вот, остальное все пластик. Соответственно, мы собираем этот пластик, он попадает на этот стол. Здесь мы его сортируем и готовим к прессовке. Вот. Потом все это мы укладываем в пресс. Одно дело говорить о том, что надо делать территорию чище, а другое дело чистить ее. На самом деле работа такая, не шибко благодарная, потому что, представляете, эти запахи, эти пивные и всякие. То есть вот это вы видите бутылочки, над которыми уже ребята очень сильно потрудились. Открутили пробочки, да, промыли их. Еще планируется поставить дробилку для стекла, но не знаю, когда. Вот. Это болотоход, это единственное, что ходит у нас по территории. Вы, главное, держитесь, потому что подвески у нее нет. И вот сейчас за 5 лет было сделано столько много. И вот я говорю, заглянуть бы еще на 10 лет вперед и как-то вот так оказаться и посмотреть, а что будет, то есть как будет развиваться территория. Потому что развитие наше и развитие деревень, сотрудничество, партнерские отношения, мы настолько, я не знаю, вот это слово зависимость, оно слово плохое, но вот сейчас, да, вот мы зависим так или иначе друг от друга, и это хорошо. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Это получается 1962 год. Как 1900? 1962 год. Не может. Давайте посмотрим. Вообще Луда, да, это же старинное поселение. Первые упоминания были в 1300, если мне не изменяет память, 97-м, что ли, году. Вот. Слушайте, 1862 год. Конечно, 1962 это Хрущев, какие церкви? Ну вот. Это же архитектор был. Нет, это вообще невероятно, конечно. Из дерева такие здания делать. Да, и дело все в том, что, по-моему, да, вот, кстати, в 1888 году был ее ремонт. Вот, и обшили тесом стены. С куполом там, по-моему, что-то делали. Я точно не помню уже. Вот. И после этого, она вот в состоянии все хуже. В итоге имеем, что имеем. Крыльцо разобрали. Вот, в 19 году, по сути, она получила вторую жизнь. Она бы не пережила весну. Соответственно, убирали весь мусор. Вот волонтеры из общего дела. Синициировано, понятно, было все национальным парком. Вот. И когда мы решили волонтерам помочь и стали снимать гидроманипулятором какие-то гнилые доски там с кровли, это все зашаталось так, что нам пришлось прекратить это все делать, провести противоаварийные работы. И все делать потом вручную, чтобы не навредить памятнику. На самом деле, она никому была не нужна. Кроме Елены Флегантовны Шатковской. Если такую большую церковь построили, то, знаешь, в 19 веке народу много было. Тут же был большой приход и постоянно служили. Она сначала относилась вообще к Кунскому приходу, а потом уже стал отдельный приход, Луцкий. В Кинозере-то, там есть этот тройник, да, но в основном там часовни в деревнях, и приезжали там только по праздникам иногда службы. А так сами местные жители там службы-то проводили, как нам рассказывали. А здесь, если такой храм, значит, он нужен был. Вот сделали временную кровлю, да, чтобы не допустить дальнейшего разрушения. На самом деле храм-то очень, все, то есть вот как она дождалась, я не знаю. Но она дождалась, вот. И мы не то, что продлим ее агонию, да, мы дадим ей новую жизнь.
Вот, это вопрос времени. Вот мы установили молниезащиту сейчас на нее, так что она у нас от гроз защищена. А мы внутрь туда, да? Зайдем. Давайте сейчас и зайдем. Можем пройти сюда. А церковь однокупольная. Вот, восьмерик на четверике. И как бы здесь, конечно, было все очень печально. Вот. Сейчас все-таки установлены сжимы. Вот эти все прогнившие углы, чтобы они не вывалили стены. И вот как этим не заниматься? То есть это наследие, это культурное наследие. То есть сохранять природное наследие и культурное наследие нужно обязательно. Одно без другого, это будет просто работа ради работы. Если мы будем охранять только зверей и птиц, не сохраняя такие памятники архитектуры, да, такое вот наследие, пусть даже придется в восстановление и вкладываться, но, по крайней мере, мы сохраним это все для будущих поколений, обязательно. Это потрясающе. Да. Такое сделать сюда и превратить его в классицистический храм. Да слушайте, раньше же не было кранов. То есть это все было, То есть это вот традиционное деревянное зодчество в основе. А потом это все оштукатурено, и по пропорциям, по форме, это вот классический такой храм середины 19 века по городской, так сказать, моде. Ну это же сколько труда все оштукатурить, вот эти все профили сделать, да? Росписи же были наверняка. Вообще, я просто потрясена. Представьте, как он смотрелся, пока его не обшили тесом. Такая избищная. Реакция местного населения, конечно, была разная, но как только мы провели противоаварийные работы, сюда пошли люди. Поэтому даже если это важно для одного человека, мы будем этим заниматься. Это такая жемчужина, вот, Да. если туристы даже едут. Хочется, чтобы у вас самих был Конечно, канал. нет, абсолютно верно, потому что действительно у нас очень много, я считаю, интересных людей, очень увлеченных. Тот же Константин Станиславович, он просто, может, Яна Эдуардовна ему отправляет статью, он там еще и ошибки сей подправит, фотологические, что она там не ту губу туда называла. Вот. И они с таким интересом к нашей работе приходят всегда, спрашивают, просто в прямом смысле дружим профессионально. Потому что им это интересно. Тихон Сергеевич же, да? Не знаю. Я тоже не помню. Я его без отчества называю. Я тоже без отчества называю. А вы когда познакомились с Тихоном Сергеевичем Федоровым? Я не помню точно год. Да я такое впечатление, что я его знаю всю жизнь. А я вам вот такую верю. Все, тогда это. А ты не экологичный пакет засовываешь? Все, я больше так не буду, вообще в карман забирается. Докладываю. Ничего, пусть будет в тонусе. В нужное ведерко выбросить. Нам, как мы с ним познакомились, то есть поступило сообщение о пожаре. Вот, и надо было выехать и проверить информацию. Вот, и пожар был как раз вот в районе Унского маяка, да, то есть Унской метеостанции. Вот, и оказался это совсем не пожар, а вновь прибывший начальник метеостанции решил наводить порядок на территории. Вообще это было нетипично, вот, потому что та как раз сопредельная территория, она не является территорией парка, но тем не менее из-за обеспечения жизнедеятельности вот этой метеостанции, от ее обеспечения со старых времен остались бочки, да, с какой-то там отработанные какие-то масла, еще что-то, и вот он жег масло в этой бочке, вот, и сказал, что очень приятно, что за ним кто-то наблюдает. Он даже не думал, что мы за ним приглядываем. Думал, он на Невском острове почти как. Да, но на самом деле он мог бы реально позвонить, да, предупредить, и когда нам сообщили о пожаре, да, могли бы сказать, что там все нормально, там все контролируемо.
Вот. Но поскольку он этого не сделал, нам пришлось побегать. Вот. И это очень хорошо, что он эколог по образованию, и что он человек неравнодушный, хотя он мог бы выполнять просто свои должностные обязанности. Но вот этот мусор, который находится на берегу в виде этих ржавых бочек, вот каких-то, ну не знаю, там того же сухого моребойного леса, который создает пожарную опасность вот и его объекту, да, то есть метеостанции и непосредственно парку. Там в свое время недалеко оттуда был пожар, очень сильный, но очень давно. Вот. И поэтому вот этот бывший горельник, он как таковой опасности не представляет, но лучше, чтобы он не горел, потому что сухих деревьев там много. На самом деле, как бы деятельных людей, которые, ну, что-то хотят, да, постоянно к чему-то стремятся, их не так и много, потому что, как правило, люди приходят новые, вот у них какой-то постакадемический максимализм. Тихон, человек молодой, вот, академический максимализм. Они сначала на этом максимализме ездят, да, делают добрые дела, да, какие-то классные идеи, а потом бух и затухли. Вот, Тихон, он не такой, он не затух. Вот. Затух в смысле не стух, а потух. Так что его замечательная мама, вот, которая очень беспокойная, они очень хорошо всегда принимают, потому что они прекрасно знают, что путники с дороги – это уставшие, замерзшие, как правило, люди. Вот. Путники с дороги, да? Да. И сейчас вообще Северный УГМС наши партнеры, и сейчас в свои туры мы включаем посещение метеостанции. Значит, самое важное – это метеорологическая будка наша. Они очень интересные. О таких людях должны другие-то люди знать. Потому что тот же мониторинг погоды, вот, что люди живут на отшибе, да, он вроде бы как бы рядом, тут поселок Пертаминск, но Узкая губа – это реальное препятствие для того, чтобы пересечь ее. Да, то есть все дороги проходят мимо этой метеостанции, то есть, да, метеостанция находится не на дороге. Ну и условия, опять-таки же, у них специфические. Работы у них очень много. Что? Сколько групп-то вы выводите? А сколько групп? Вот только мы начали. Это первый год. Это у нас, так сказать, пилотный проект. Вот, и один раз уже были. Но я думаю, что будут и еще. Просто исходная это какая, как бы, маяк, человек на маяке, в полном одиночестве. Ты думаешь, господи, как он там? Ну, оказывается, туристические группы теперь ездят постоянно. Ну, не постоянно, пока, ну, я говорю, мы только пробуем это направление, и все равно, ну, людям нужно общение. И даже, может быть, больше это нужно Тихону, и туристам нужно, и им нужно, потому что они все-таки там на отшибе вдвоем. Что надо сказать? Лев. Коря. Да. Ждем лодку. Здесь красота, а там волна. И еще более красиво, да. Бросайте страну в сторону, будем держаться друг за друга, чтобы не вывалиться в лодке. Все равно вывалимся. Шок-контент нужен. Нужен шок-контент. Что там, волна-то есть? Тишина. Красотища. Ничего себе, нам повезло. Thank you.
Это тихо, да? Нормально. Как кошечка. Это еще мелкая, здесь если поискать, такие длиннющие бывают, 2 метра. Такая красивая штука. Они до 50 метров. Мех-то у нее подходящий к такому климату. Она самая умная из них такая. Не дается, вся в колтунах. Видели, у нее какие сталактиты висят? Не дается. Сколько ж ты косил? Ну, видишь, меня требует, потому что пожарная безопасность. Надо обкашивать постоянно. Такое дело. Ну, я за день обкашиваю. Яночка, зачем тебе лопата, хотел сказать? Зачем тебе метла? Для красоты. Это у нас привезли Рокки, называли Рокки. Наш любимый мамонт наш. Это их сынок. Он перерос папу и маму, всех перерос. Рокки нельзя. Фу. Почему нам выгодно вот обрубать вот это место, вот так вот до площадки, да, и дальше? Ну, это вообще по закону положено, по правилам ДМС, гидромедслужбы. Потому что тут заповедник это раз, тайга это два. И медведи тут себя чувствуют очень вольготно по той причине, что они тут дома. Это дома хладнее. Все. И они часто вот пока вот эти не привезли троицу, да, за год, они тут их отвадили. А вот до этого был один дружок рыжий, ну просто спасу не было. Вот она придет вот тут, станет вот тут. Я выхожу, думаю, ну что ты тут? Сижу погоду, обрабатываю. Выходит мимо окна, слышу такое бурчание, как будто вот с этого маяка старого. И тут пару мужиков, ну просто матерятся между и причем пьяные. Я думаю, ну блин, и под вечер думаю, или у них пивка закончилась, или у них сахар закончился, или еще спичек надо. Я вылетаю, думаю, таким намерением я думаю, сделай мне добро. Вам спичек надо или муки? А тут медведь? А тут такая дамочка стоит. Я такая с этих тапочек выскакиваю, тапки тут называются и туда. Думаю, ну нафиг. Потом дружок. И вот он нехотя. Ну, дескать, ну хозяйка, тебе же привез добычу. Чего ты стоишь-то? Чего ты руки-то опустила? Ну, я вот потом начинаю показывать дружку и всем остальным, что вы их отсюда уводите. Нам-то зачем это надо? Она видно, что она подросток, она небольшая была. Она крупненькая, но видно, что она молоденькая. Анна Артемьевна, а вы как поняли, что это она, а не он? А я не знаю, вот такое ощущение, что это девочка была. На ней шубка была такая изысканно вылизанная, ухоженная. Ну, как девочки, как женщина. Ну, каждая женщина за собой ухаживает, да? По сравнению с мужчиной, даже в тайге. Вот я смотрю, она тут стояла, на ней волосиночка к волосиночке, глазки черненькие. Вот шерсть вот такой длины, вот знаете, вот такая темно-бурая, темно-коричневая, и вся лоснится, блестится на солнце, но каждая волосинка переливается. Да, вот такой, и такой, все к волоску, и вся такая. И когда она трясется, да, у нее, если она начала с головы трястись, у нее волнами, все ушло до хвоста. И все это вибрирует волнами, и все до хвоста уходит. Лично я пойду с метелкой. Анна Артемьевна велела. Во-первых, от дружка. Во-вторых, от медведя. Яночка боится медведя. А Димочка не боится. Димочка... Поэтому я ему не дам метелку, если вы глуп, и у Димочки тяжелый штатив. Нужно поднимать что-то вверх и кричать бабочку. Не спасешь, я тебя знаю. Нам надо узнать, насколько, грубо говоря, соленая вода. Какая у нее плотность. Принцип очень простой. Используются ареометры. Но первое, что для этого надо сделать, это надо опустить термометр в пробу и узнать температуру пробы. Имеются специальные журналы. Журнал называется... Хочешь быть красивым? Терпи. Да. Хренушка тебе, знаю я, чем это все кончится. Надоедает им. Он тебе другим боком просто сейчас повернется. Ты мне, сыра, щёлкать. Пойдете, я вам покажу мозги метеостанции. Ветрозащита.
Она разработана какими-то очень крутыми учеными, как вот эта ветрозащита. Она сделана, чтобы захватывать осадки равномерно.